уже развитие сознания, возможность эволюционировать блокируется. Но чаще всего блокирует и солнечное сплетение, и это. Так что это делается для того, чтобы блокировать развитие. Следующий вопрос. На сайте Midgard Info от 24 января есть статья «Возмездие у порога». Там пишут, что коалиция Перуна, во-первых, такой коалиции никогда не существовало, хотя бы славянорийские веды почитали, и вообще коалиции Перуна такого нет понятия. Готовится в ближайшее время к оккупации земли, да? На земле для физического уничтожения нелюдей, драконовых, роботов и вирусов-вредителей. Их более 40% на Земле. Что вы сможете сказать по этому поводу? Ох. Действительно, могу сказать ох. Потому что, во-первых, даже формировка тезисов, все говорится не так, как на самом деле есть. Никакого количества Перуна нет. Во-первых, высадки им не нужно делать. Толку от этой высадки? Они и так присутствуют и так далее, прилетают, правда, инкогнито, потому что пока наша планета и Солнечная система находилась в пределах пекельных миров, ну, так называется пекельная территория, социальных паразитов, как я называю, или кощеев, как они называют. Ну, суть не названий, как называть, важна суть того, что на самом деле есть. Пока Солнечная система находилась территориально на территории паразитов, то такое явное прибытие кораблей светлых сил было провоцировано новую звездную войну. Вы это понимаете, да? Поэтому, естественно, особо так не было. В основном приходили через воплощение на Земле, как все. Здесь на Земле приходят. Мы прилетали на кораблях тоже, но тоже не с официальным визитом. Официальным визитом только прилетали сами паразиты, которые устанавливали контакты с правительствами разными, в том числе и с нашим правительством устанавливали контакты в разные времена и так далее. Но необходимости прилетать им, в принципе, нет, потому что даже если прилетят, ну что? Ну вот посмотрите, прилетели в прошлый раз, когда анты подняли бунт против Материнской империи. Помните, да? Великая Азия. В результате чего Фата упала и так далее. Ее взорвали, так сказать. Ну, вопрос, зачем нужно было взрывать? Ведь после того, как обломки упали, что получился? Последний ледниковый период, изменение оси на 24,5 градуса. И так далее, и так далее. И цивилизация была отброшена на уровень каменного века. Это факт. Нравится нам, не нравится. Значит, а что это означает? Вот как вы думаете, что это означает? Так же, как раньше Сварог уничтожил Лели, помните, да? Тоже Дарья ушла на дно морское, и тоже были проблемы. Они желали плохого? Нет. Просто и в тот момент, и в другой момент у них не было понимания и знания, чтобы нейтрализовать всех врагов, без того, чтобы не нужно было, чтобы обломки падали на землю. Просто с тех времен, во-первых, они даже далеко, думаю, ушли вперед, надеюсь, не стояли на месте в развитии, потому что это говорит, что в тот момент они ничего другого сделать не могли. Потому что если могли бы сделать что-то другое, то никаких обломков и лун не должны были падать, и обломки не падали. Да, это было минимальное зло, которое они причинили, но это минимальное зло, в принципе, привело к тому, что мы сейчас пожинаем плоды, что паразиты все-таки захватили власть в мире, и вот мы живем сейчас под оккупацией паразитической системы. Вопрос другой. А почему вообще могло произойти то, что вот, жрецы Атлани сотворили то, что не сотворили? То есть вдруг взяли и захотели, как помните, старуха, не хочу быть дворянкой слабовой, хочу быть владыческой морской, и чтобы золотая рыбка у меня была на побегушках. Помните, да?
С какой стати чай и какая моча ему ударила в голову, что те жрецы вдруг решили, что они будут править миром сами? Разве правильно развивающееся существо это будет стремиться к этому? Как вы думаете? Нет. Значит, были искажения. У них были контакты с теми, контролерами, богами, которые наблюдали за ними. Перун, помните? Не Перун, простите, Посейдон, это... Да. Вот, он был наблюдателем. Значит, они ему сливали дезинформацию, как у нас с экранов сейчас сливают. И что получается? В то время наши боги, привыкшие, что врать – это глупость полнейшая, то есть здравомыслящее существо врать не будет. Потому что по законам космическим за любую ложь раскручивают до нуля. И логически думали, что если дают информацию, значит дают правду. Но вопрос. Для того, чтобы такое правило действовало, те, кто дают информацию, должны находиться хотя бы на определенном уровне развития, который понимает, что это такое, и не думает, что, пускай нам лапшу на уши не вешают, мы сами с усами. И будем давать ложь, как нам выгодно и так далее. Вот привычка, то, что они друг другу не лгали, потому что знают, что, может, миллионы лет никто не лгал, в тех парадизийских цивилизациях, откуда наши предки пришли. Почему такие доверчивые, сидящие наши народы здесь? Потому что мы верим, потому что считаем, что не будут врать люди, правильно? И этим пользуются. Вот нужно, я не говорю, не призываю к безверию, но нужно, как говорится, наши предки говорили, уважать того, кто достоин уважения, любить тех, кто достоин любви, помогать тем, кто достоин помощи, и верить тем, кто заслужил доверия. То есть, прежде чем верить кому-то, нужно, чтобы этот человек доказал, что он имеет право, чтобы ему доверяли. А у нас доверяют всем. Почему? По привычке еще идет. И мы верим. Нас дурят, верят. Нам говорят, лапшу на уши вешают, что мы ради блага только вас стараемся. И так далее, и так далее. Помните по Пандополову из «Свадьбы в Малиновке»? Это тебе, это тоже тебе, это тоже тебе, это тоже тебе. Помните, да? Вот так благо беспокоится. А люди верят, что действительно человек говорит правду. Почему? Потому что на уровне генетики сидит то, что миллион лет до того и сотни тысяч лет на Земле, что правду говорят люди. Но в обществе, где ложь является законом, верить нельзя, потому что это специально насаживается. И нас считают болванами, дураками, ни на что не способны. Согласны с такими определениями? Я, например, не согласен. Я не говорю, что нужно быть неверующим ни во что, игнорировать все. Но нужно сначала, чтобы тот, кому верили, получил и заслужил доверие. Доказал, что ему можно доверять, а не каждому, кто что-то вякает. А самое интересное, что еще вякать могут такое, что потом у тех, кто попадается в ловушку, мигре не нужно продолжать, слышать такого, да? Сколько сотен тысяч людей, благодаря ему, активных людей, городской интеллигенции оказались у разбитого корыта уже в какой-то глуши деревенской, где они ни малейшего представления не имели о том, что родовое имение, да? Кто попался на ловушку? Есть такие здесь? Родовые имения есть? Правильно, родовое имение можно иметь. Знаете, когда? Когда вы построили ферму, где там сотни коров там, и так далее, где работают наемные работники, да? Это человек 50, а то и сотни, да? Вы им платите зарплату, и вы просто, как уже работодатель, получаете свою прибыль и живете, и занимаетесь своим развитием. Вот тогда возможно. А вот тот, кто поднял руки, у вас так было? Нет, совсем не так. Конечно, к сожалению, это так, потому что для того, чтобы действительно люди продали свои квартиры, а еще он к тому же провернул аферу, что продавал анастасийцам участки в 10 раз дороже, чем он покупал землю у государства. То есть он еще на этом наживался. Люди продали за бесценку свои квартиры, оставив ничего, купили участки, построили дом и
Да, конечно, да. Никто не продавал квартиру. У нас, например, в селении никто не продавал. Но это вы, может быть, не продавали квартиры. А из города, которые уезжали, многие продавали У нас квартиры. в поселении там больше 100 этих поместьй. Ни один не продал квартиру. Ну, значит, деньги были. А там деньги, знаете, сколько стоил гектар? 12 тысяч рублей. Ну, может, но тогда повезло вам. Потому что большинство, кто в Москве выезжал, к сожалению, я знаю очень многих, которые продавали свои квартиры. В то время, они стоили копейки, а сейчас они стоят миллионы. Просто в любом случае, для того, чтобы действительно поднять и создать вот родовое имение, действительно, нужно иметь достаточно финансов, чтобы организовать производство. Серьезное производство, фермерское производство. Но для этого нужно действительно организовать много чего. Иметь большие финансы, иметь талант организатора, понимать, что такое сельское хозяйство, потому что мне приходилось сталкиваться с людьми, которые хотели заниматься чем-то, ну, допустим, разведением пчел, к примеру, да? И человек посчитал, что прослушав там семинары в течение там какого-то времени, он будет узнать о пчелах все, и он сможет, кажется, на этом еще прибыль зарабатывать. И человек сделал то, что он говорил, хотя его убеждали, и в том числе и я убеждал его, потому что, так сказать, моя бабушка, профессором пчеловод, одна из лучших пчеловодов Советского Союза была, орден даже имела за это, и так далее, и у нее пчел был. Я с детства знаю, что такое пчелы, не понаслышке. Я просто описывал человеку, что нужно им делать и как нужно иметь, чтобы действительно пчеловодство стало действительно прибыльным и так далее. Человек не послушал, но он так уехал в пчеловодство, но пчел так и не завел. Но дело в том, что это не только касается пчел, потому что человек должен понимать и знать, разбираться в тех отраслях, которые, допустим, сельское хозяйство – тоже тяжелый труд. Вот опять-таки те же самые кулаков, которые скулачили, какие к черту кулаки? 5 миллионов как-то уже обманывали. Помните, кто старшее поколение, молодое поколение сейчас уже не изучает это, наверное, насчет того, что колхозная эпопея, когда раскулачили 5 миллионов кулаков, да, кулачьих хозяйств. А знаете, сколько человек сослали в Сибирь, которые большинство не выжило? Вот 5 миллионов хозяйств, это в среднем 6 человек, в среднем, по самому минимуму. Потому что кроме, как говорится, дедушка, бабушка, ну, отец, мать, ну, несколько детей было. Это минимум 2-3 ребенка было, минимум. Вот посчитайте, что 5 миллионов умножите на сколько? На 6 даже получается 30 миллионов, а там было больше. И эти люди, подавляющее большинство из них, пахали в поле от зари до заката. Каждый день и так далее, и так далее. Да, они нанимали во время, так сказать, жатвы и так далее, нанимали дополнительных работников, которые наравне с ними пахали, ели с того же стола и так далее. Вот они такие кулаки были, да? И их выслали в условиях, которых сначала то же самое поступили с аристократией, а потом поступили с крестьянством. Вот посчитайте, сколько миллионов было уничтожено, потому что из этих самым минимум 30 миллионов, потому что действительно в семьях было не по 2 ребенка, как сейчас, или 3, там было 5-6 детей выживало обычно. Вот посчитайте, сколько миллионов человек было выслано, в чем схватали, вот и давали что-то, что взять, чтобы брать, вагоны загружали, как скотину, и выбрасывали среди тайги, там на весь эшелон, там одну лопату, один топор, одну пилу. Ну, кто успел закопаться, кто закопался в землянке и так далее, и так далее. Кто не закопался, ну, Сибирь, и Сибирь зимой, понимаете, да? Если 5 миллионов из них выжило, то это очень хорошо. Вот разве не пример геноцида? Уничтожили, ведь Россия до революции кормила весь мир. Вы знаете, что меня поразило? Когда я еще в школе учился, я точно не помню данные, но суть в том, что когда вот изучали экономику разных стран, что поголовье крупного рогатого скота США на 75-76 год, 74 это было меньше, чем поголовье крупного рогатого скота, которое было загнано в колхозы. Когда была сначала Первая мировая война,
Вторая мировая война, гражданская война, извините. И после того, как вот все это было, и потом многие крестьяне, как говорится, земледельцы резали свою скотину, чтобы не отвозить, не отдавать в колхоз. Знаете, это тоже не секрет, да? И после этого, и сколько погибло потом в хлевах, потому что когда согнали скотину, там много погибало тоже, потому что никогда такого не было. И после этого поголовье было больше, чем у Соединенных Штатов на 70-е годы. Представляете, какое богатство было сельского хозяйства? Думаю, это достаточно, чтобы иметь представление о масштабах сельского хозяйства. Не говоря о том, что Россия тогда кормила полмира. А мы сейчас кормим полмира, да? Ну ладно, дальше. Так что здесь очень много моментов, которые специально разрабатываются. Для чего это разрабатывалось? Такие вот, как Анастасия. Потому что, понимаете, вот, когда человек не знает то, что написано, он не понимает тех вещах, которые там писалось, то, конечно, для него это откровение, потому что он не знает, что там написано. Сути. Но когда человек хоть немножко разбирается в этом, читаешь и просто удивляешься, какую нелепость писал тот же самый Мегре в своих книгах. Это ахинея, погоняла ахинеей. Но люди, для которых это было откровение, потому что они ничего такого не слышали, никогда не читали, они не могли понять, в чем здесь что, и воспринимать как чистую монету. То же самое вера была слепая, что это человек пишет искренне тогда. Там эмоций много, а кроме эмоций там ничего больше нет.